Warface преображается к Хэллоуину. Тебя ждут 3 тематические карты, возвращение легендарной спецоперации Затмения, где тебе предстоит сразиться с полчищами зомби, а также крутые пушки и снаряжение за вход в игру. Переходи по ссылке в описании, забирай подарочную пушку и присоединяйся к празднованию. Всем привет! Вот и новая серия по постройке багги. В предыдущей части у меня провернуло переходной шкив и сломала болт крепления из-за неточной подгонки 2 деталей. В этой части я сделаю новый шкив, который будет намного точнее предыдущего, и длина его увеличится на 20 мм. Для этого я опять купил коленвал от шестерки, отпилил нужную мне часть и стал протачивать его на токарном станке. В этот раз я не стал отпускать металл и точил его как есть. На месте балансиров шкив точился хорошо, а вот на месте шейки, которая с завода закалена индукционным методом, металл снимался тяжело, но все же снимался. После проточки основной части приварил к торцу 2 10-мм пластины. Другого материала у меня попросту не было, делал из того, что есть. Отпилил лишние углы и стал превращать восьмиугольник в круг. Делал это не спеша, так как нагрузка на резец большая, а у меня не так много резцов для этого токарного станка. По сути, пользуюсь теми резцами, что были в комплекте. Для расточки внутреннего отверстия под диаметр выходного вала использовал самодельный удлиненный резец. После того, как отверстие увеличилось, взял резец побольше и им уже довел отверстие до нужного диаметра. Теперь в шкиве нужно сделать паз под шпонку. Взял упаковку полотен по металлу, с нее мне нужно будет только 8 пилок. Увеличил посадочное место полотен на ножовке по металлу, теперь на них можно надевать достаточное количество пилок. Начал расточку паза, надев на пилу 3 полотна. Важно сначала ровно сделать первый пропил, а потом уже добавлять по несколько пилок и растачивать паз под нужный размер. Финишная доводка паза проводилась напильником под точный размер шпонки. Получился хороший шпоночный паз с правильной геометрией. Перед установкой шкива на выходной вал нужно установить электрооборудование и стартер на двигатель. Для этого я купил полный комплект: стартер, катушку освещения и стабилизатор. Я не стал сам убирать остатки сломанного болта из вала. Отвез двигатель в мастерскую, там мне убрали болт, установили маховик с магнитами и винтом под стартер, а у себя я уже установил все остальное. Совет: если вы все-таки хотите устанавливать похожий двигатель по типу Лифана, покупайте сразу полный комплект с электрооборудованием. Это выйдет намного дешевле и проще, чем покупать все отдельно и самим устанавливать его на двигатель. После установки доп. Оборудования стал собирать все в обратном порядке. В этот раз шкив на вал сел очень плотно. Перед установкой коробки завел двигатель и проверил, все ли нормально крутится. В этот раз при установке коробки у меня возникли небольшие трудности. Коробка никак не хотела заходить обратно, но все-таки ее получилось посадить на свое место. После стыковки опять завел двигатель и проверил работу сцепления. В комплекте с доп. Оборудованием был блок с замком зажигания и предохранителем. Коробка мне больше не понадобится, достал из нее все внутренности, просверлил отверстие в панели и установил в него замок, предварительно подключив его к стартеру и остальным проводам по схеме. Перед выездом еще нужно переделать педаль сцепления, а точнее перенести шток ниже на пару сантиметров. Теперь сцепление выжимается очень легко и трогаться получится намного плавнее. Далее надел передний кожух и отправился на тест. В этот раз получилось поймать единственный солнечный день в этом месяце. Но так как до этого было пасмурно и лили дожди, грунтовая дорога была скользкая, что немного ухудшило тест-драйв, а может и наоборот.
Предлагаю вам немного насладиться красивым осенним солнечным днем вместе с багги. Кадры получились почти как из игры. У этого багги не предусмотрены крылья с завода, если можно так выразиться, и вся грязь из-под колес летит куда попало. В ходе теста мне даже пару раз залетали куски грязи за шиворот. Теперь нужно привыкнуть к таким дорожным условиям, перед новым замером скорости. Дорога очень скользкая, и багги постоянно хочет уйти в занос. Приходится крепко держать руль и периодически подруливать. Для замера скорости нашел участок дороги с ровной и не такой скользкой поверхностью и сделал пару попыток. Лучше смотреть на стрелочный спидометр, он показывает показания плавно и не так скачет, как цифровой. Отрезок дороги не такой длинный, как хотелось бы, и тут периодически проезжают машины, что затрудняет тест скорости. Сразу же после первой попытки начал вторую. В этот день по непонятной мне причине стрелочный спидометр откалибровался как положено и показывал точный результат. Вторая попытка оказалась более удачной и даже попробовал проехаться по грязи на относительно большой скорости. Третью попытку начал чуть дальше, чем обычно, примерно на 50 метров. Конечно, плохо видно, но стрелка дошла до 80. Ну и решил закрепить полученный результат еще одной попыткой. Можно было получить еще больше цифры, но нужен более длинный участок с сухим покрытием. Крейсерская скорость багги получилась примерно 60 км в час. Как я уже говорил, этого достаточно по пересеченной местности. При желании, конечно, можно разогнать багги до 90-100 км. В общем, получились те цифры, как я и планировал в начале постройки проекта. Еще хотел отправить багги в длинный занос, но без ручника этого у меня не получилось. Наверное, нужно будет как-нибудь в нее поставить гидравлический ручник. Еще один тест для багги из PUBG — это тест в грязи. Для этого, собственно, и делают эти машины.
При довольно-таки низком клиренсе этот багги все-таки может преодолевать грязь и лужи, даже без блокировки дифференциала, и делать на ней это очень весело. Вдоволь накатавшись по грязи, отправился в мастерскую. Кстати, как вы думаете, может быть покрасить багги все-таки в черный цвет? Свои ответы пишите в комментариях. Приехав в мастерскую, осмотрел и проверил подвеску. Мало ли вдруг что-то сломало, все-таки я не жалел ее и на полной скорости влетал в лужи. Оказалось, все в порядке и подвеска живая, но я бы все равно переделал верхние рычаги под 2 трубы. А на сегодня у меня все. Всем большое спасибо за просмотр, комментарии и лайки. Всем удачи, увидимся в следующем видео.